Не торопитесь выбрасывать ненужные запчасти, материалы и детали, ведь из них можно сделать немало полезных вещей. В этом видео мы покажем подборку невероятных и полезных кустарных инструментов. Смотри видео до конца, и ты узнаешь даже то, как можно облегчить чистку ковра с помощью обычной электрической дрели. Поехали! Отрезной станок из болгарки. Болгарка – инструмент полезный и разносторонний. С его помощью можно резать металл, камень, плитку и, конечно же, шлифовать поверхности. Однако иногда гораздо легче выполнить эти работы стационарным станком. Но что же делать, если нужно ровно нарезать трубы из нержавейки, а станка при этом нет? Что ж, не расстраивайтесь, потому что гаражные изобретатели уже придумали выход из положения, и притом весьма эффективный. Перед вами самодельный отрезной станок из болгарки. Такой инструмент можно выполнить с минимумом затрат и всего за несколько часов. Для этого вам понадобится металлическая труба, болты и уголки. Готовая конструкция такого станка будет представлять собой металлическую длинную трубу, выполняющую и роль каркаса, и роль ручки. Ближе к одному концу приваривается поперечная планка с двумя отверстиями для крепежа болгарки. С этой же стороны трубка крепится к одной стороне небольшого куска уголка на подвижный вал. Сам же уголок другой своей стороной крепится или к рабочему столу, или просто на пол в рабочем помещении. С противоположной стороны от крепления нужно обязательно зафиксировать пружину, которая позволит всей конструкции возвращаться в исходное положение. А дальше дело за малым. Нужно лишь правильно закрепить болгарку. Кстати говоря, отрезной станок также можно сделать с использованием старого кардана от Нивы. Ну а мы двигаемся дальше. Настольный орехокол. Следующий в списке – наткрекер, он же колотель орехов. И хотя на первый взгляд может показаться, что это довольно бесполезная штука, практика доказывает обратное. Видите ли, раскалывание грецких орехов вручную молотком или другим инструментом, особенно в больших объемах, занятие долгое и очень скучное. Поэтому, когда в планах расколоть не один мешок, чтобы сэкономить время и силы, рекомендуем воспользоваться самодельным настольным орехоколом. Для изготовления этой незамысловатой конструкции подойдут подручные материалы, которые можно найти на металлобазе. В первую очередь понадобится станина. Для этого подойдет профильная труба. К ней привариваются опорные ножки, которые изготавливаются в виде полос металла. Ну и, наконец, к профильной трубе приваривается гайка, на противоположную сторону отрезок металлической полосы, который загнут под углом 90 градусов. Следующий этап изготовления орехокола – создание подвижного прижима с рычагом. Дальше остается собрать обе части воедино. После чего в гайку вкручивается отрезок шпильки, а на подвижный прижим прикручивается прижимной пятак, для изготовления которого нужно взять круглый пруток. В конце устанавливается возвратная пружина и, как видите, самоделка готова к использованию. Компактная циркулярка. Циркулярная пила будет полезна в любом хозяйстве. Будь то в гараже, на даче или просто в частном доме, вам вряд ли удастся избежать работы по дереву. Именно здесь и пригодится этот замечательный инструмент. Кстати говоря, стоит сказать, что первым преимуществом такой миниатюрной циркулярки можно назвать то, что она поместится даже на небольшом столике. Конечно, из-за малых размеров на ней не получится распиливать габаритные заготовки, однако с небольшими заготовками самодельная циркулярка справляется более чем прекрасно. Для самостоятельного изготовления такого приспособления вам потребуются не слишком дорогие компоненты: небольшая доска, 4 бруска и пара кусков МДФ. Из этого нужно сделать корпус станка. После того, как он будет готов, нужно сделать отверстие под направляющую. Затем можно приступать к сборке основной части конструкции. К верхней части опорной площадки необходимо прикрепить болгарку. Снизу нужно прикрутить автомобильный домкрат, с помощью которого можно будет регулировать вылет пильного диска. При этом основание домкрата прикручивается к основанию станины циркулярной пилы. На последнем этапе останется лишь установить на болгарку пильный диск по дереву и сделать в столешнице пропил под него. И ваша мини-циркулярка готова. Магнитный браслет. Говорят, что лень – двигатель прогресса. Что ж, эти невероятные часы – яркое тому доказательство. Этот чудо-инструмент притягивает шурупы, отвертки и даже плоскогубцы. И все это для того, чтобы не нужно было по 10 тысяч раз бегать к шкафу. Сделать такое приспособление довольно просто. Для изготовления самоделки понадобятся старые часы, которые могут быть уже нерабочими, и несколько неодимовых магнитов. В часах извлекается задняя крышка, затем вынимается механизм. В общем, остаться должен только корпус. Стекло от часов тоже не понадобится.
На освободившемся месте крепятся магниты. При этом, чтобы они не притягивались друг к другу, требуется закрепить их суперклеем. По углам корпус часов заливается смесью из эпоксидной смолы и отвердителя. При этом экспериментаторы со стажем рекомендуют предварительно подогреть смесь, чтобы она быстрее затвердела. Когда все высохнет, остается лишь проверить магнитный браслет. Одним движением из коробки набираются шурупы с пластиковыми дюбелями. Удобно, когда сразу все под рукой и не нужно лезть ни в карман, ни в какую-либо емкость. В общем, магнитный браслет прекрасно сэкономит время, да и к тому же убережет ваши пальцы от лишних царапин. Распылитель из шприца. Когда столяр заканчивает выпиливать какую-либо фигуру, следующим шагом является покраска своего творения. В этом деле поможет распылитель из шприца. Этот инструмент является дешевым аналогом специальных пистолетов. Для изготовления этого практичного приспособления прежде всего понадобится шприц. Самый кончик шприца отпиливается таким образом, чтобы шарик упал. Затем с помощью маленького лезвия стержень необходимо разделить на две равные части. Часть ручки с пружинкой убирается. После спереди стержня делается овальное отверстие. Половины спаиваются друг с другом под углом в 45 градусов, а отверстие в носу расширяется под иглу номер 5 или номер 8. Как правило, небольшие иглы используются для окрашивания небольших участков, в то время как крупные иглы для охвата больших поверхностей. Хвост самодельного пистолета расширяется до конуса, чтобы игла вошла крепко и не болталась. С переднего конца прикрепляется проволока для удобной центровки иглы в носу стержня. По завершении пайки корпуса выступающая часть иглы обрабатывается таким образом, чтобы она была идеально ровной, после чего проволоку можно вытащить через кольцевую щель. Ну и наконец в корпус иглы помещается заполненный краской шприц, после чего можно спокойно окрашивать все необходимые детали. Трубогиб. Трубогиб или трубогибочный станок – это специальный инструмент, который необходим для гибки труб различного диаметра и материала. Это весьма узконаправленное оборудование, однако все же бывают случаи, когда оно жизненно необходимо. Например, при изготовлении дуг для теплицы на дачу или поручней на лестницу. При этом покупка заводского трубогиба – не самое дешевое удовольствие, и покупать установку ради пары раз использования будет весьма нецелесообразно. К счастью, этот простой, но очень полезный инструмент можно сделать своими руками, сэкономив и деньги, и время. Как это сделать и достаточно ли эффективно самодельное приспособление для работы? Сейчас вы все узнаете. Для изготовления инструмента подойдет деревянная доска или фанера толщиной, превышающей диаметр изгибаемой заготовки. Если доски подходящей толщины не нашлось, можно использовать несколько досок, скрепленных между собой клеем или саморезами. Выполняется приспособление с использованием скругленного шаблона, который и крепится на верстаке или листе ДСП. Для предотвращения соскальзывания трубы с деревянного шаблона в процессе изгиба в нем делается небольшое углубление. Углубление можно сделать ручным фрезером или обычной стамеской. Слева от закрепленного шаблона прикручивается деревянный брусок, выполняющий роль упора. Заготовку вставляют между бруском и шаблоном и постоянным усилием без рывков прижимают к внешнему диаметру шаблона. Для достижения хорошего результата главное следить, чтобы заготовка не соскочила с шаблона. Стоит отметить, что самодельное приспособление будет куда дешевле, при этом на качестве это никак не скажется. Искатель центра. А вот тем, кто хочет настроить свой глазомер и правильно находить центр деталей, понадобится вот такая вот замечательная поделка, собранная из простых подручных деталей. Для изготовления искателя центра понадобится кусок квадратного профиля, 2 подшипника, болты, гайки и шайбы. В профиле намечаются сначала карандашом, а затем керном места размещения болтов. В отверстие помещаются по очереди болт с шайбой и гайкой. Изнутри для исключения откручивания или разбалтывания соединенных деталей можно использовать сварку или клей. После на профиле отмечается середина, снова кернится и сверлится под гайку. На параллельной же стенке профиля намечаются и сверлятся отверстия. Затем с помощью болта подготовленная гайка продевается в отверстие и приваривается. Все результаты работы зачищаются, а вместо болта в отверстие вставляется шпилька для заточки. Как же работает инструмент? Что ж, все довольно просто. Берется полоска металла и по ней проводится инструментом несколько раз, в процессе чего шпилька царапает центральную линию. Для более отчетливой видимости линии в шпильку рекомендуется вставить сверло. При этом такой инструмент поможет найти центр не только на плоской полосе металла, но и на круглой поверхности. Если же центральную линию нужно прочертить на деревянной поверхности, шпильку можно заменить карандашом. Терка для яблок.
Следующее, не менее уникальное изобретение, вероятно, было создано для тех, у кого случился большой урожай яблок. Садовников и дачников нередко мучает вопрос, куда девать килограммы спелых яблок. Что ж, отличный вариант – яблочный сок. Однако покупные крупные соковыжималки дорогие. К тому же для того, чтобы затолкать фрукты в стандартную соковыжималку, их нужно предварительно очистить и нарезать. В общем, нужно проделать множество процедур и потратить немало времени. Терка же, сделанная своими руками, справится с целыми яблоками. Для того, чтобы ее сделать, можно использовать двигатель от стиральной машины, который приводит в движение барабан. Сам барабан находится в бункере из бакелитовой фанеры. Они перетирают яблоки. После работы такой соковыжималки остается только отжать полученную массу под прессом, и в итоге вы получите натуральный вкусный сок и практически полностью сухой жмых. Слесарные тиски. А вот лайфхак, который пригодится для того, чтобы в слесарных тисках можно было зажимать любой материал, и он при этом надежно там держался. Это специальное приспособление особенно хорошо подходит для труб, которые могут скользить в губках тисков. Для этой поделки понадобится уголок, труба и неодимовые магниты. Приспособление очень простое, а процесс изготовления не отнимет много времени. Из представленного материала делаются две одинаковых заготовки в виде сваренных между собой двух труб, которые удерживают уголок. Между трубами остается свободное расстояние для дальнейших взаимодействий с тисками. Затем в каждой заготовке вклеиваются с помощью суперклея и соды неодимовые магниты. Они необходимы для того, чтобы надежно крепиться к губкам тисков. По завершении работы самоделку лучше покрыть краской, чтобы с ней было приятно работать. Как видите, такие слесарные тиски позволяют зажать трубу любого диаметра, так что она надежно зафиксируется и никуда не денется в процессе обработки. Чистильщик ковров. Ну и последнее на сегодня приспособление, которое по достоинству оценит каждый из вас. Чтобы почистить ковер, приходится тратить немало сил, поэтому для облегчения задачи можно воспользоваться обычной электрической дрелью. Казалось бы, где связь между коврами и дрелью? Однако сейчас мы ответим вам на этот вопрос. Для того, чтобы самостоятельно изготовить волшебный аппарат, понадобится редуктор болгарки. Сначала необходимо разобрать редуктор и снять якори мотора с вала. Дальше нужно установить вал на место. Вал редуктора вставляется в патрон электрической дрели, однако для прочного соединения необходимо сделать хомут. Его можно изготовить из металлической полосы. Далее необходимо отрезать другие три части полосы и приварить на хомут. Теперь следует зачистка сварных швов. В металлических полосах, которые уже приварены, нужно проделать отверстие для крепежа. На дрель надевается хомут и фиксируется. Затем полосы нужно прикрепить на корпус редуктора болгарки. И вот у вас очень удобная машинка для чистки. Осталось только установить щетку. Как видите, достаточно немного креатива, и можно не только подарить вторую жизнь ненужным вещам, значительно преобразив их, но и сэкономить уйму денег. На этом у нас пока все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи.